Ладога похожа на самую непредсказуемую в мире книгу, и ты не знаешь, чего ожидать на ее новой странице. Это истории древних сражений и подвигов, красота нежных пляжей и грозных скалистых берегов, и даже мистика. И все это объединяет в себе одно из самых прекрасных озер в мире. Ладожское озеро или Ладога расположено на северо-западе России, на территории сразу двух регионов – Ленинградская область и Республика Карелия. Соответственно, путешествие удобно начинать из Санкт-Петербурга и Петрозаводска. По величине занимает второе место среди озер России и первое место среди европейских озер. В Ладогу впадает более 30 рек, но вытекает только одна – Нева. Свое путешествие мы начинаем с западного Приладожья или территории, которая называется Карельским перешейком. А отправной точкой маршрута будем считать юго-восток Карельского перешейка или населенный пункт под названием поселок имени Морозова, рядом с которым из Ладоги как раз и берет свое начало Нева. Но особенно этот поселок интересен тем, что именно здесь находится переправа на легендарную крепость Орешек. Этот маленький клочок земли из-за своего особого местоположения на подступах к Ладоге стал свидетелем невероятного количества событий. Да, если бы эта крепость могла говорить, то точно бы стала самым известным гостем исторических передач. Крепость Орешек находится на острове Ореховый, основана в XIV веке новгородцами. В XVII-XVIII веках принадлежала шведам, была возвращена Петром I. В XVIII-XX веках служила политической тюрьмой. В 2023 году отметит 700-летие. В период Великой Отечественной войны за крепость велись большие бои. Защитники сдерживали натиск врага, не давая ему перерезать дорогу жизни. У Ладожского озера была особая роль в тот период. Именно оно стало единственной связующей нитью взятого в кольцо Ленинграда с окружающим миром. Здесь проходила легендарная дорога жизни. Летом по воде, зимой по льду, под огнем врага в город шло продовольствие, медикаменты и другое необходимое. Из города по ней же вывозили людей. В те дни Ладога забрала огромное количество жизней, но еще больше спасла. О тех подвигах нам напоминает мемориал «Разорванное кольцо». Он находится недалеко от деревни Ваганово, в месте, откуда начинали свой путь по льду автоколонны. Также важным ориентиром на дороге жизни служил Осиновецкий маяк. К слову о пляжах. Их тоже можно смело назвать достопримечательностью западного побережья Ладоги. Они здесь очень живописны, обрамленные соснами, покрытые белым песочком. Наш фаворит – великолепный бесконечный пляж недалеко от поселка Моторное. И как бонус, рядом с ним находится очень даже живописный светящийся знак Вохенсала, который был построен еще в довоенные времена финнами. На Ладоге более 600 островов, большинство из них находится на севере, но есть и в других частях озера, на один такой мы и отправляемся. Это довольно известный остров Каневец, маленький православный уголок, известный своим рождественно-богородичным монастырем XIV века. Монастырь и вправду хорош, но еще красивее здешние леса. В зарослях прячется одна из важнейших достопримечательностей – конь-камень, который предположительно еще помнит эпоху языческих жертвоприношений. Однако главная красота Каневца – его умиротворяющий пляж.
Ну и нельзя не сказать, что если будете ехать по Карельскому перешейку, то, скорее всего, не упустите из виду еще два интересных места. Первое – Лосевские пороги. Здесь бурная вода шумит, бурлит, притягивая внимание всех петербургских экстремалов. Эта красота рукотворная, но оттого не менее манящая. Второе – крепость Карела в Приозерске. Крепость Карела, построенная новгородцами предположительно в XIV веке, в XVI – начале XVIII веков была шведским Кексгольмом, отвоевана во время Северной войны. После революции до 1940 года располагалась на территории Финляндии. А мы отправляемся в Северное Приладожье или Южную Карелию. Этот край заслуженно популярен у туристов со всего мира. Самое удобное место, чтобы остановиться для поездок по этой территории – город Сартовала. Отсюда удобно в прямом смысле идти на все 4 стороны. В самом же городе рекомендуем парк Вакасалми, а точнее вид с горы Кухавуори. Итак, на запад пойдешь, в город Лахденпохье попадешь. Здесь находится потрясающий музей «Гора Филина». Он создан на месте финского скального бункера. Полное погружение в атмосферу гарантировано. Наконец мы подходим к самому главному, буквально жемчужине этого выпуска. К югу от Сартовала, в самом Ладожском озере, вдоль всего северного побережья тянутся шхеры, от вида которых захватывает дух. Ладожские шхеры – памятник природы, включающий многочисленные скалистые острова и береговую линию, расположенный в районах Лахденпохья, Сартовала и Питкеранта. Национальный парк Ладожские шхеры образован в 2017 году. А преодолев запутанные коридоры шхер, можно попасть на Валаамский архипелаг, где находится всемирно известный Валаамский мужской монастырь, основанный предположительно аж, внимание, в XI веке. Если посмотрите любой топ достопримечательностей озера, то он непременно в нем будет. Говорят, что это святое место, обладающее особой силой. Здесь особый климат, особая атмосфера и даже особо вкусные продукты местного производства. Гулять по здешним тропинкам действительно весьма приятно. То и дело, за каждым углом открываются очаровательные часовенки и захватывающие виды. Возвращаемся на сушу. Если ехать на север от Сартовала, то можно найти гору Паассо. Предположительно, здесь размещалось городище в XII-XIII веках, или даже раньше. От него, конечно, ничего не осталось, зато вид здесь точно на 5. А еще севернее от Сартовала можно найти несколько водопадов.
самые разрекламированные Ахвинкоски, которые с недавних пор превратились в предельно популярное туристическое место. И да, где в этом маршруте горный парк Рускеала, спросите вы? Это 100% сказочное по своей красоте место, но очень-очень-очень популярное среди туристов. Поэтому в полдня своей экспедиции мы решили изучить другую великолепную локацию, но об этом в следующей серии. Она выйдет совсем скоро, и надеемся, что вы ее посмотрите.